Смарт-часы, которые оснащены манжетой и умеют измерять артериальное давление, снимать ЭКГ, измерять в автоматическом режиме СПО2 и уровень стресса, мониторить сон и измерять температуру кожи. Смарт-часы оснащены AMOLED-экраном на 1,43 дюйма с технологией Always On Display, аккумулятором на 500 мАч, который обеспечивает 10 дней непрерывной работы устройства, и это только малая часть того, что нам обещают производители в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch H1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной стильно оформленной упаковке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Но с другой стороны, ничего необычного. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок М с охватом запястья от 130 до 160 мм, ремешок L с обхватом запястья от 161 до 200 мм, оба ремешка с манжетой, за что плюс. Далее мы имеем специальный запасной коннектор для манжеты, краткое руководство, специальный бумажный макет для замера запястья и дополнительное руководство по правильной регулировке размера ремешка и измерения артериального давления. Последнее, что можно обнаружить в комплекте, это зарядное устройство с двумя пинами. Да, хотелось бы иметь зарядное устройство без пинов. Очень обидно и очень странно. Весят смарт-часы немало, 96 граммов, а габариты следующие: 48 на 53 на 15 мм. Ширина ремешка 28 мм. Если вы досмотрели до этого момента, не забудьте подписаться на канал с колоколом, перейдем же к обзору умных часов. Поставляется H1 только в черной расцветке, у меня на руках китайская версия данной модели, да, и глобальной версии не будет. Дизайн Watch H1 интересный, выглядят они массивно, корпус смарт-часов выполнен из алюминиевого сплава, ремешок из тарированного каучука. Собраны смарт-часы хорошо и качество материалов отличное. Манжет имеет тканевое покрытие, оно тактильно приятное, но неизвестно, насколько оно долговечное, так как это смарт-часы, а они практически 24/7 находятся на вашей руке. Во всяком случае, так задумано. Ремешок быстросъемный, он имеет стандартное крепление, а также застежку из металла, которая хорошо фиксирует размер ремешка. При носке смарт-часы дискомфорта не доставляют, как и во время сна, что удивительно, так как я предполагал обратно, учитывая их вес и габариты. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья и коннектор с манжетой. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик пульса СПО2, датчик атмосферного давления, датчик температуры тела, датчик магнитного поля, датчик холла, датчик внешней освещенности и датчик ЭКГ. Далее, справа от торца расположили две механические кнопки, которые практически не имеют люфта. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, а зажатием можно вызвать голосового ассистента, который, к сожалению, не поддерживает русский язык. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к измерению артериального давления, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением и перезагрузкой устройства. На тройное нажатие можно повесить экстренный вызов по указанному в приложении номеру, плюс за то, что можно изменить команду на нижнюю кнопку для быстрого перехода. Но минус за то, что ни одна из кнопок не имеет функционал коронки для перемещения по меню и так далее. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка утопленный AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей и плотностью пикселей в 326 ppi. Безель в наличии, но без какого-либо функционала. Рамки минимальные, экран имеет отличную цветопередачу и яркость, по моим замерам, 970 люксов на 100%, чего достаточно для использования даже на солнце. И это очень круто. Скроллинг плавной, система работает корректно и без микрофризов. К слову, операционная система в данной модели Xiaomi HyperOS версия 1.1. Да, система закрытая, установить сторонние приложения возможности нет, плюс в стоковом магазине с приложениями ничего интересного тоже нет. Но несмотря на это, интерфейс максимально удобный и гармоничный. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, интерфейс доступен на английском языке, шрифт читаемый, и на китайский язык за время моего использования интерфейс не слетал, и это плюс. Далее, время до отключения экрана максимум 5 минут, что прям хорошо, но минус, что функция «всегда включенный экран» может работать только 5 минут. Напоминаю, что в других моделях чаще всего встречается возможность настроить эту функцию до 20 минут. Always On Display также присутствует, работает по расписанию или в смарт-режиме. Стиль AODA зависит от циферблата, но в настройках также есть несколько предустановленных стилей AODA, которые можно слегка персонализировать. Функция для выключения экрана накрытием ладонью на борту, как этап для пробуждения. Отрабатывают обе функции хорошо, как, к слову, активация экрана при поднятии запястьем. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой нет регулировки яркости, к нашему сожалению, но есть переход к настройкам. Режим не беспокоить, продувка динамика, поиск смартфона и так далее. Слева направо и наоборот виджеты, которые же
также можно персонализировать под себя, как и сортировать приложения в меню. В меню можно обнаружить приложения для управления умным домом, Mi Home, погоду с подробным прогнозом, события, диктофон, с которого нет возможности выгружать записи, компас, поиск смартфона, фонарик, калькулятор, будильник, секундомер и таймер, но в фоновом режиме работает только таймер. Далее есть Bluetooth кнопка для съемки, даже в стоковом приложении камера на смартфоне, а для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер. Но вот отдельной вкладки в приложении, чтобы загрузить музыку на смарт-часы, тоже нет. Подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам и Bluetooth колонку. Вполне возможно, какие-то нагрудные датчики по каким-то протоколам можно подключить. NFC в данной модели служит для использования транспортных карт или для работы с умными замками, но не для банковских карт. Далее, Xiaomi Watch H1 поддерживают GNSS-систему для навигации, местоположение определяют они быстро, карты строятся хорошо, но в приложении отображается только маршрут. Тренировок на борту достаточно, но вот отслеживания плаваний нет. Удобно, что на смарт-часах есть шаблоны для бега, история тренировок, настройки для тренировок, активности и автоматическое определение активности. Во время тренировки можно пользоваться музыкальным плеером, а также тренировку можно свернуть для фоновой работы, что удивительно, так как секундомер, напоминаю, не работает в фоновом режиме. То есть такая вот странная мультизадачность. Шагомер отрабатывает хорошо, погрешность пару шагов на 100 шагов. Пульс работает в смарт-режиме или автоматическом с выбранным интервалом. SPO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме. Разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Также на борту есть дыхательные тренировки, функция мониторинга сна с оценкой дыхания во время сна и измерения температуры кожи. Но по непонятной причине смарт-часы показывают температуру в основном 36,8 градуса. Сон мониторят смарт-часы хорошо, графики отображаются, результаты измерений в целом корректные, что не скажешь про измерение артериального давления ЭКГ. Для измерения артериального давления используется пневматический микронасос. В основном каждый раз, когда я измерял артериальное давление смарт-часами, я также замерял его тонометром. Отмечу, что все измерения я проводил строго по инструкции, но при этом и экспериментировал и в других положениях. По моим наблюдениям, изредка результаты были близки, но в основном верхнее давление имело границу от 5 до 10 единиц, а нижнее 2-3 единицы. Ко всему, как в меньшую сторону, так и наоборот. В плане ЭКГ тоже ничего хорошего, опираться на полученные данные после измерения я бы не стал. Только если вы живете в Китае, у вас есть свой врач, который говорит, что это сертифицированный продукт, который откалиброван под вас, и в онлайне он видит все эти ваши данные. В принципе, так же, как и Huawei или Amron. Отмечу, что в приложении можно оплатить услуги интерпретации ЭКГ, конечно, в России это дело недоступно. ЭКГ можно поделиться через приложение PDF-файлом. Далее, смарт-часы поддерживают функцию Bluetooth вызовов. Разговаривать через смарт-часы удобно, микрофон отрабатывает хорошо, как и динамик, так как он громкий и качественно передает звук, но не топовый. Я бы сказал, просто хороший динамик. Уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, а смайлики неполноценно. Фотографии посмотреть возможности нет, как и нельзя прочитать длинный текст. Отвечать на уведомления тоже возможности нет. К слову, даже для вызовов нет быстрых ответов. В тех же Mi Band 8 они есть. Браслет за 2000 рублей я спойлернул. Ладно, почти за 2500. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут, 100% заряда с выключенным Always On дисплеем в обыкновенном сценарии использования, автоматическая регулировка яркости, включенными некоторыми автоматическими функциями для измерения показателей организма и периодичным измерением артериального давления хватает, по моим тестам, на 5 суток, не больше. С AOD в таком сценарии использования они проживут не более 3 дней. Конечно, если выключить все бесполезные функции, то они смогут прожить до 6-7 дней, но без AOD. Далее, Xiaomi Watch H1 имеют стандарт водонепроницаемости IP68. Конечно, я для примера окунул их на 30 секунд в воду, мой экземпляр выжил и никак не пострадал, но я сомневаюсь, что стоит их намеренно окунать в воду, купаться вместе с ними или даже принимать душ. Приложение, к которому можно подключить данную модель, называется Mi Fitness. Так как это китайская версия, то и регион в приложении должен быть Китай. В приложении Mi Fitness все стандартно, есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В приложении можно просматривать информативные графики с результатами измерений, что удобно. Во вкладке с тренировками есть различные программы, но, конечно же, на китайском языке. На стартовой странице с подключенными смарт-часами мы имеем магазин циферблатов, и на выбор есть персонализированные, кликабельные, и любую фотографию на заставку установить можно. Далее в приложении можно воспользоваться стандартными настройками устройства, настройками мониторинга показателей здоровья, функции для разблокировки смартфона смарт-часами, синхронизация DND режима, настроить спящий режим, найти смарт-часы и не только. Разумеется, обновить прошивку в приложении можно, и мне, к слову, обновления уже прилетали. Минусы: нельзя настроить панель быстрого доступа, нет поддержки eSIM, NFC нельзя использовать для банковских карт, нельзя подключить нагрудный датчик, нет возможности загрузить маршруты для тренировки
тренировок и загружать музыку на смарт-часы, некорректное измерение артериального давления, Bluetooth чип версии 5.2, могли бы 5.4, нет возможности отвечать на уведомления, хотя в тех же браслетах это есть. И напоминаю, если у вас никогда не было умных часов, сначала лучше купить браслет, либо Huawei Band 8, либо Mi Band 8, обзоры у меня есть на канале, как и то, как их настраивать. Смотрите. Не отображаются смайлики, и в целом минусов более чем достаточно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте, кстати, подписаться, если вы до этого момента досмотрели. На мой телеграм-канал скидок, там всегда много полезного, потому что то, что вы видите в роликах, я покупаю на 99%. И для того, чтобы потом выгодно продавать, мне их необходимо выгодно покупать. Не забудьте подписаться еще на мой личный телеграм-канал, там мы общаемся 24/7. И телеграм-канал взаимопомощи, где 15 тысяч человек любят разные железки и советуют друг другу, что приобретать. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Резюмирую, умные часы Xiaomi Watch H1 в плане функционала и стоимости уступают другим моделям без такой технологии измерения артериального давления. Я бы не советовал их приобретать как основное устройство для того, чтобы следить за своим здоровьем. А вот как дополнительное вполне возможно, но опять же измерения не точны, плюс-минус софт китайский. И помним, что у Huawei уже были выгружены подобные часы больше, чем 1,5 года назад, по-моему, даже 2 года назад, Huawei Watch D. Посмотрите обзор на канале, уже давно. Много всяких обнов, много форумов, посмотрите и на них тоже. Если вы фанат Xiaomi, разумеется, лучше Xiaomi посмотреть. Но напоминаю также, что артериальное давление измеряют только Omron, Xiaomi и Huawei, из тех, что я знаю. Еще раз огромное спасибо за просмотр. В принципе, от меня все равно девайсу скромное «да», потому что Huawei когда-то зашли на рынок с ценой в 2 раза выше, чем у Xiaomi, хотя она сейчас такая же, с таким же продуктом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!